Здравствуйте, дорогие друзья! Давненько просят меня сделать видео о том, как делать резьбу именно на токарном станке ТВ4. В этом видео как раз речь пойдет об этом. Есть у меня такая вот деталюха. Делаю определенно интересное очень устройство, о котором вы узнаете чуть-чуть попозже в следующих видео. Ну, а пока я им занимаюсь, выдалась такая возможность снять видео про резьбу. В общем, сюда нужно приконнектить такой вот шаровый кран. Здесь есть дюймовая резьба. Такое я нарезать не могу на моем токарном станке. Да и нет у меня даже и метчиков. И если бы были, тоже тут нужно и глухую резьбу резать. В общем, придется резать все резцом. Сейчас я вам и покажу, как я это буду делать. Заодно расскажу, как вообще в принципе на ТВ4 резать резьбу. Потому что тут есть некоторые нюансы. Для многих это само собой разумеющееся. Но кто ни разу не резал резьбу, как, например, впервые я начинал резать, для меня некоторые вещи были открытием. Потому что я, когда изучал это дело, на них просто не обратил внимания. Ну, во-первых, скажу о самом важном в этом деле. Этим рычагом замыкается маточная гайка. И по ходовому винту, если его переключить в положение для нарезки резьбы, вот, этим рычагом переключается положение либо ходовой вал, либо ходовой винт. Вот в этом положении, когда вращается этот вал, можно нарезать резьбу. Самое главное в этом деле вынуть вот эту вот ходовую шестерню. Иначе при замыкании маточной гайки шестерня, она там внутри ездит по рейке. И ее просто-напросто закусывает. Я даже показывать не буду. Это очень опасно. Может слезать зубья. Может произойти такой вот непредвиденный момент. Да, и резьба получается некачественная, даже если не закусывает. Поначалу вообще не мог резать резьбы, потому что получалась все время какая-то дерганая, рваная резьба, и суппорт ходил рывками. Именно за счет того, что была вставлена ходовая шестерня. Маленькая шестерня, она идет в зацепление с зубчатой рейкой. Так что, ребята, кто только что купил станочек и будет пытаться резать резьбы, помните, на любом станке вот эта вещь вынимается, и только после этого можно резать резьбы. Вы видите, суппорт не двигается. А так он входит в зацепление и имеет возможность перемещаться. Что касается резьбы, ну, нужно с одной стороны мне сделать штуцер, а другую сторону сконнектить с этой частью. То есть либо здесь нарезать резьбу нужно, сделать какой-то переходник, либо сделать что-то еще. Это сантехнический крантик. Я его, правда, буду несколько в других целях использовать. Для начала нарежу внутри резьбу. Это будет глухая резьба. Нарежу резьбу заново. Эту резьбу удалю, она мне не нужна совершенно, как и эта. И нарежу совершенно новую резьбу. Здесь и здесь. Резать буду резьбу шагом 1. Мне нравится этот шаг. Можно резать с размыканием маточной гайки. Зажимаем кран в патрончик. Для начала снесу вот эту наружную резьбу, так как она мне не нужна, чтобы не портила внешний вид. Внешний вид готов. Чтобы резать резьбу в упор, заточил резечек следующим образом. Здесь у него есть угол, но очень коротенький. Где-то вот миллиметр он где-то и остался. Ну, чтобы можно было как можно ближе к стенке нарезать. Мне здесь главное хоть как-то нарезать резьбу более-менее вменяемую. А ответную часть, уже наружную, я уже буду делать и примерять сюда. То есть я имею в виду, что диаметр мне здесь не важен абсолютно. Потому что я буду новую деталь точить, коннектить с новой деталью.
Когда выставляем резец, есть одна тонкость. Его нужно точно выставить по градусам. Вот, допустим, можно вот так к торцу прижать шаблончик и по шаблончику сориентироваться, как поставить. Но здесь все большие канавки, тут вот 60 градусов есть, 55. Этот резечек под нашу отечественную резьбу, под не дюймовую, а метрическую, поэтому заточен под 60. Ну вот, можно сориентироваться по шаблону. Теперь, когда резец установлен по центру, можно взять шаблончик и посмотреть, точно ли он. Можно даже взять листик белой бумаги, чтобы было видно. А то так просвет не очень видно, а вот с бумажкой видно хорошо. Видно, что резец какой-то немного не такой. Так, пришлось даже подточить резечек. Ну, резец сразу выставил, в принципе, правильно и четенько. Все, осталось дело за малым: нарезать резьбу. Чтобы ориентироваться, докуда резать, что резать полувслепую, отверстие маленькое, можно наклеить какой-нибудь маркер. Вот я наклею кусочек изоленты, чтобы видеть, где заканчивается, где уже, дальше уже не надо резать. Сейчас сделаю маленькую канавку для выхода резца. Тем же резьбовым резцом я и сделаю. Оборотики побольше. Канавочка есть, и остается где-то сантиметр под нарезку. Коснулся резечиком без движения и поставил на 0. Можно, конечно, и в движении касаться, можно, наверное, и так. Все, ребята, вынимаем шестерню и включаем станочек. Включаем ходовой винт. Обороты я уменьшаю, потому что в упор на больших оборотах тяжко резать. И все, и вот так потихоньку включаю маточную гайку. Надо бы еще подмаслить немного. Все, поехали. Теперь очень важный момент. Нужно суппорт подать от себя вперед немного. Вот, и включить реверс. Теперь обратно по лимбу возвращаем. У нас был 0. Добавляем пару десяточек. И вперед. Выключаю. Подаю. Опытные токаря делают все одновременно. Я пока одновременно не могу, потому что все время что-то какие-то короткие резьбы. Все время в упор делаю. Грубо говоря, не на чем учиться, все какое-то ответственное. И вот так оно тихенько идет себе. Гайку не размыкаю, то есть таким образом можно резать и любым другим шагом. На реверсе отвожу суппорт назад. Уже заглубился на полмиллиметра. Так, еще добавляю 2 десяточки.
И еще. Теперь можно посмотреть, что там получилось. Сильно глубокую не хочу нарезать, потому что тело очень маленькое. Пусть лучше я не полную резьбу нарежу, но зато оно у меня не отвалится. Ну, думаю, на этом можно и остановиться. Сейчас посмотрим, что получилось. Нарезал где-то 80% резьбы. Судя по виду, до конца чуть-чуть не дорезал. Ну вот она, собственно, резьба. Нарезалась неплохо. Теперь нарежу вот здесь. Тоже вот это все дело я сейчас сниму. И нарежу заново резьбу. Все этим же резечиком резьбовым. Также сделал внутри канавку для выхода резца. Точно так же буду нарезать. Все в том же стиле. Станочек уже настроенный. Резец стоит. Поэтому все гораздо быстрее сейчас произойдет. Точно так же можно нарезать левую резьбу, если положение переключить в обратное. То есть ходовые винты будут двигаться в обратную сторону при нормальном вращении шпинделя. Вот сейчас бы нарезалась бы левая резьба, если бы. Только нужно было резать ее с глубины наружу. Переключаю обратно. Левую резьбу тоже, в принципе, ничего страшного нету. Многозаходная резьба делается с помощью малой продольной. Допустим, делается один заход, а потом, вот если миллиметр, там высчитывается, сколько между расстояния. Ну, здесь полмиллиметра. И на полмиллиметра по лимбу подается, делается второй заход. Ну, на таком маленьком станочке тут не сделаешь, потому что тут очень маленькие шаги, многозаходные, как бы на большом шаге делаются. А здесь шаг очень маленький, самый большой 1,25. Все, прорезал 1,5 миллиметра. Сейчас посмотрим, что получается. Полностью резьба готова. Можно снимать и смотреть. Вот она, какая получилась резьба. Если резечек заточен хорошо, резьба получается хорошая. Если угол хоть чуть-чуть неправильный, то резьба никогда не получится. Так, краник готов. Теперь немножко дело попроще. Нужно сделать штуцера, переходники и сконнектить с вот этой частью. Здесь у меня уже есть резьба. Можно, в принципе, на нее сделать переходник. Наверное, так и сделаю. Переходник буду делать из вот этого желтого металла. Уже отрезал болваночку. Теперь буду нарезать резьбу М10. Резьбу буду нарезать плашечкой, чтобы она вкручивалась вот в это отверстие. Для начала надо обработать наружный диаметр.
Резьбу плашкой нарезаю следующим образом. Выставляю суппорт, подпираю задней бабкой, давлю задней бабкой и потихоньку нарезаю. Самое главное сделать заход. Это латунь какая-то скользкая. Теперь можно включить станочек на пониженную. И на частотнике убираю практически до 0. Оставляю 2 Гц. Станочек уже шум издает. Такой характерный. И потихоньку добавляю. Сейчас 4,5 Гц. Пошла нарезка. Все время подпираю задней бабкой, чтобы была центровка. На школьнике очень неудобно нарезать резьбы. Ни резцом практически никакие резьбы, не режет. Ни плашкой. Плашки под суппортом не проходят. Упираются в суппорт. С руками опасно держать. Приходится немножко извращаться. Вот сейчас дойдет до конца. Хоп. Станочек остановился. Просто на таком малом газе, когда на частотнике мало очень герц, получается, что оно просто не тянет, останавливается и все. То есть это, в принципе, довольно-таки безопасно. Получилась такая вот резьба. Можно переворачивать и обрабатывать с другой стороны, уже собственно нарезать резьбу резцом. Для начала отрежу, зажму помощнее. Для наружной резьбы есть у меня вот такой резечек. Не помню, какой сплав. Но сплав не очень подходящий. Это по стали. Но другие просто не залазят, чтобы так близко к патрону. Поэтому буду исхитряться с помощью него. Проверяем, как он заточен. Заточен он хорошо. И точно так же можно выставить по детали. Деталь была бы подлиннее, побольше, было бы удобнее, конечно. Ну, выставить можно и так. И по линиям, по направляющим можно на просвет тоже определить положение. Сейчас положение более-менее хорошее, оптимальное. Ну все, можно приступать к нарезанию. Ставим ходовой винт. Добавил полмиллиметра на первый проход. Дело пошло.
Добавил еще 3 десятки. Снаружи быстрее получается манипулировать. Вперед-назад. Все время на обратном ходу я суппорт отодвигаю. Либо на себя, если наружная резьба, либо от себя, в общем, от резьбы, чтобы не загубить ее. После того, как резьба уже почти готова, ее можно откалибровать меньшими проходами, с меньшим съемом. Если резьба пищит, то есть не получается на оборотах, допустим, то можно на сверх низких оборотах ее доработать. Я так делал. Ну вот, получилась хорошая плотная резьба. Так, отлично. Собственно, получилась вот такая вот резьба. Здесь и здесь. И все прекрасно коннектится. Практически нет люфта. Можно было сделать даже еще плотней. Ну, просто тогда нужно некоторое время на приработку, пока оно там приработается. Я хотел, чтобы накручивалось все спокойно, легко от руки. Все, теперь законнекчены эти две вещи. Сюда осталось сделать штуцерок под эту вот резьбу. Это дело немножко проще, что одна только резьба с одной стороны. Сейчас возьмем, да и сделаем. Вот вариант, когда заготовка длинная. Можно резец выставить идеально точно. Видно, просветов нет никаких абсолютно. Так, конечно, без бумажки труднее понять, без белого фона. Иногда пользуюсь этим методом. В конечном итоге получились две вот такие вот симпатичные деталюхи. Довольно-таки хорошо получились. Сейчас мы их скрутим воедино и посмотрим, какая же получилась резьба. Это вкручивается сюда. Здесь все очень плотненько. Сделал под ключ выточки, чтобы можно было затягивать ключом на 14. Эта пипка накручивается сюда. Кстати, для этой вещи, про которую будет видео уже очень скоро, сделал еще просто штуцер. То же самое.
под ключ на 14 и все накручивается. Ну а краник будет накручиваться вот так. Далее изготовил штуцер вот сюда, в эту часть крана. Все выглядит следующим образом. Сюда можно будет намотать фум-ленту. Вот так она выглядит. Это пленка, чтобы сделать все герметично. Надеюсь, резьбы я вам показал, как делаются, и все было интересно. Всех благодарю за внимание и всем пока.